Всем привет! Спасибо, что заходите на мой канал, за ваши лайки и комментарии. У нас прогноз на август для знака зодиака Рак. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Энергия августа, знак зодиака Рак. С какими энергиями вы входите в август из июля? Что у вас будет происходить в августе? Первая декада, вторая декада, третья декада. Из какой энергии вы выйдете из августа в сентябрь? Энергия, с которой вы входите в август из июля. Здесь ложится четверка ключей. Карта называется Clearing the Way, расчищенный путь. Мы видим, что, да, карта прямая. Мы видим, что мужчина и женщина в своей карете ехали к себе в тот дом, который там виднеется. И у них на дороге образовалось препятствие в виде упавшего дерева. Да, у мужчины есть топор, и он готов расчистить путь. Когда эта карта ложится в прямом положении, она сигнализирует вам, что сейчас для вас наступает время предпринять активные действия для устранения препятствий на вашем пути. Это может быть связано с вашими личными делами, с отношениями, с работой, бизнесом, или может быть в связи с творческими проектами. Вот эти дела будут требовать от вас обдумывания. И тут самое главное, карта говорит, вам нужно действовать очень спокойно, да, вот продуманно. Потому что если вы будете слишком нетерпеливы, возбуждены, вы можете просто попусту тратить вашу энергию, а может быть, вот у него топор, да, нанести себе даже ущерб. Но и в то же время, с другой стороны, если вы уж чрезмерно будете спокойны, осторожны, вы не очистите этот путь полностью. Вас призывают сейчас быть решительными, сильными, когда вы трудитесь, чтобы устранить препятствия, которые блокируют ваш путь. Со временем и с вашим вниманием путь вот к этой вашей мечте будет для вас открыт. Энергия первой декады августа. Здесь у вас ложится 19-й старший аркан. Карта называется Reflection, и она у вас прямая. Это отражение, отблеск. То есть мы видим, что полная луна, которая отражается в воде. И по водной глади плывет корабль, и свет от этого фонаря также отражается в воде. Да, вот на более житейском уровне карта может показывать путешествия, в частности, или по воде, или над водой. Но все-таки это старший аркан, и на более важном уровне она может указывать, что сейчас у вас есть прямая связь с вашими духовными способностями. Сейчас вы обладаете большой чувствительностью. Может быть, вы осознаете разницу между вашим интуитивным голосом, который является спокойным, уверенным, и вашими низкими эмоциями, которые, как правило, являются навязчивыми и иногда основаны на страхе. Вот сейчас вам нужно попытаться взять власть или контроль над вашим эмоциональным фоном. Для этого, может быть, нужно будет заняться медитациями, духовным развитием. Также здесь идет консультирование, обучение, может быть, занятие какими-то целительными практиками. Ну, если вы к этому сейчас будете иметь интерес. Вы сейчас будете обладать очень высокой восприимчивостью. Ну, и самое главное, доверяйте своему внутреннему голосу. И если он вам подсказывает, что нужно заняться своим духовным развитием, то вот эта карта говорит, что вы будете освещены сверху. Да, вторая декада августа. Здесь у вас ложится двойка свитков. Карта называется Two Worlds. Two Worlds — это два мира. Она очень у многих сейчас выпадает.
Да, карта перевернутая. В прямом положении мы видим, что женщина занималась своими домашними делами, у нее есть любимое занятие, которое приносит ей доход. У нее есть дом, у нее есть семья. То есть как бы вот материальный мир у нее сформировался, да? Есть достаток, есть благополучие. Но вот здесь вот в окне стоит буддийский храм. Но это не важно, какая конфессия, просто это духовное учреждение. И женщина задумалась о своем духовном развитии. Но ее останавливает, что если она займется своим духовным ростом, как это может отразиться на ее личной материальной жизни. Ну, когда карта ложится перевернутая, она показывает освобождение. То есть, да, деньги, личный мир, все это в вашей жизни присутствует, но теперь они уже вами не управляют. И у вас есть возможность действовать в соответствии с вашими высшими идеалами, убеждениями. То есть, может быть, до этого вы разрывались между двумя этими мирами, между материальным и духовным, может быть, даже между светом и тьмой. То есть здесь было беспокойство, что стремление к вашим духовным целям поставит под угрозу вашу личную финансовую жизнь. Но вот сейчас вы определитесь, какие вам нужно будет предпринять шаги, даже, может быть, самые маленькие, чтобы попытаться объединить эти два мира вместе. Третья декада августа, здесь ложится опять старший аркан. Карта называется Will, Wisdom and Mind. Это воля, мудрость и разум. И она у вас прямая. То есть здесь наверху корона. Ну, корона и должна быть наверху, то есть на голове. И карта несет с собой время огромной силы, равновесия и самовыражения для вас. Но сейчас у вас очень сильна связь с высшими силами, с вознесенными владыками, с вашим высшим Я, с вашей душой, даже если вы этого не осознаете. Вот сейчас с помощью этих вознесенных мастеров вы можете объединить огонь творчества с восприимчивостью, чтобы внести свой вклад в мир. Так как корона у нас находится наверху, здесь может быть хорошая позиция власти и влияния. Вам говорят, постарайтесь вот эту силу использовать правильно. Это не что иное, как божественные силы, которые сейчас движутся через вас. И вы можете проявить эту силу в мире. И энергии, с которой вы выходите из августа в сентябрь, здесь у вас ложится 15-й старший аркан. Карта называется Демьюз. Демьюз — это муза. Ну, муза — это у нас вдохновение, творчество. Но карта ложится перевернутая. Она может показывать, что если вы будете в конце августа, в начале сентября пытаться создать новый творческий проект, это может быть как новый бизнес или новое предприятие, или, может быть, кто-то будет сочинять песню, писать стихи. У вас будет проблема с тем, как вам это реализовать. Вам будет тяжело это спланировать. Может быть, у вас просто не будет хватать внутренних сил, энергии. Потому что вот здесь вы добьетесь больших результатов. Ну, может быть, реально вот для достижения какой-то высшей цели вы здесь потратите много энергии. Да, карта говорит, что даже если вот вдохновение будет запускать ваше творчество, может быть, будут какие-то внешние препятствия, которые будут сдерживать вот эти ваши проекты. Да, карта говорит, не тревожьтесь, просто не сопротивляйтесь вот этим внешним помехам. Переждите, накопите силы, ресурсы. Вы сможете это воплотить в жизнь, но, может быть, чуть позже. Да, вот такой у нас получился прогноз на август. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.